Сегодня мы поговорим о гипотиреозе с комментарием врача-эндокринолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Гипотиреоз – состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов. Симптомы гипотиреоза неспецифичны и разнообразны, а у некоторых людей могут даже отсутствовать. Чаще всего встречаются следующие симптомы: выраженная утомляемость, сонливость, сухость кожи, выпадение волос, поредение бровей, замедленная речь, отечность лица, пальцев рук и ног, небольшая прибавка веса до 5 кг, снижение аппетита, склонность к запорам, снижение памяти, зябкость, охриплость голоса. Нередко у пациентов преобладают симптомы со стороны какой-то одной системы, то есть гипотиреоз маскируется под другое заболевание. Это связано с тем, что гормоны щитовидной железы воздействуют на все органы и системы. Возможные симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артериального давления, диастолического или нижнего, повышение уровня холестерина в крови, замедление пульса. Со сторон желудочно-кишечного тракта хронические запоры и склонность к ним, повышение печёночных ферментов, образование камней в желчном пузыре, желчнокаменная болезнь со стороны опорно-двигательного аппарата, боли в суставах, со стороны кожи и волос, выпадение волос, аллопеция, истончение, отслоение ногтевой пластины, анихолизис, утолщение кожи, гиперкератоз, со стороны репродуктивной системы, нарушение менструального цикла, бесплодие, нарушение эрекции у мужчин, со стороны нервной системы, сонливость, заторможенность, снижение памяти, снижение концентрации внимания, подавленное настроение без какой-либо причины, депрессия, боли в мышцах, судороги в ногах, покалывание в пальцах со стороны крови, анемия. Диагностика. Золотой стандарт диагностики гипотиреоза — исследование уровня тиреотропного гормона ТТГ. Расшифровка результатов: если уровень ТТГ нормальный, функция щитовидной железы не нарушена. Если уровень ТТГ повышен, дополнительно проводит исследование уровня свободного тироксина Т4СВ. При явном, манифестном гипотиреозе повышение уровня ТТГ и снижение уровня Т4СВ. При субклиническом гипотиреозе повышение уровня ТТГ и нормальный уровень Т4СВ. Лечение. Субклинический гипотиреоз. Если субклинический гипотиреоз впервые выявлен, врачу необходимо выяснить, гипотиреоз стойкий или транзиторный, временный. Для этого необходимо провести повторный контроль уровня ТТГ, Т4СВ, через 2-3 месяца, а также определить наличие антител к тиреопероксидазе, АТЭК-ТПО. Вопрос о необходимости лечения субклинического гипотиреоза решается индивидуально. Явный гипотиреоз. Если выявлен манифестный гипотиреоз, проводим заместительную терапию для достижения и поддержания нормального уровня ТТГ и тиреоидных гормонов в крови. Препаратом выбором является левотироксин натрия. После приема препарата первый контроль уровня ТТГ в крови проводится через 2-3 месяца, так как его нормализация происходит достаточно долго. Особенности приема препарата. Левотироксин натрия принимается ежедневно утром натощак не менее чем за 30-40 минут до завтрака. Таблетка запивается водой. До приема пищи может пройти и больше времени, но не меньше. В дополнение можно отметить, что правильный прием левотироксина включает в себя много нюансов. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!